Скорпионы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и сегодня мы с вами будем разбирать психосоматику болезней непосредственно для вашего знака зодиака. Но прежде чем мы с вами приступим, сделаю небольшую ремарку. Самым верным и точным расчет предрасположенности вас к тому либо иному виду заболеваний это будет расчет вашей натальной карты. Опять же, вы можете, безусловно, выполнить ее самостоятельно, но наиболее корректным и правильным будет обратиться к астрологу. Почему? Потому что не все точно знают дату своего рождения. Даже если у вас осталась бирка или там вам сказали родители, зачастую бывают очень серьезные погрешности, которые влияют на ряд вещей. Даже элементарно вы потом можете думать, что всю жизнь у вас асцендент в одном знаке, а по факту он у вас может оказаться в другом. Поэтому рекомендую вам выполнить ректификацию даты рождения у астролога, ну и, соответственно, потом уже можете рассчитывать вашу натальную карту. Почему будем рассматривать психосоматику болезни именно с точки зрения астрологии и таро? Потому что, в принципе, еще до XVIII века изучение астрологии и ее связи с человеческим организмом, оно входило в программу профессиональной подготовки врача. И как говорил Гиппократ, это греческий философ и врач, врач, который не разбирается в астрологии, не имеет права называть себя врачом. Конечно же, современная медицина у нас не прибегает к помощи астрологии, но она по-прежнему может нам дать ответы на многие вопросы, которые касаются здоровья. Как в том числе и карты Таро могут продиагностировать текущее состояние и динамику болезней. В принципе, какую полезную информацию вы можете получить из своей натальной карты? Самые важные факторы гороскопа рождения, которые влияют на состояние здоровья, это в первую очередь, безусловно, знак зодиака, в котором находится Солнце, то есть там, где вы родились, это непосредственно вот у вас 8-й дом, вы скорпионы. Далее знак, который является противоположным знаку рождения, то есть иными словами, это знак, который находится в оппозиции к вашему знаку. Очень часто мне спрашивают, что такое оппозиция, который в натальном поле находится напротив вашего знака зодиака. Для вас это непосредственно будет Телец. Если же мы будем смотреть еще асцендент, потому что восходящий знак у нас всегда показывает внешность, общее физическое состояние, ну и также здоровье в целом. Помимо прочего, обращайте внимание на стеллиум. Стеллиум – это группа из 3 или большего количества планет, которая может быть сосредоточена у вас в каком-то конкретном доме, локально, и, соответственно, показывать вашу предрасположенность к тем либо иным заболеваниям. Потому что очень часто читаю, вот, все прочла, такое ощущение, что я там не весы или там не рак, у меня абсолютно нет таких болезней. Поэтому еще раз акцентирую ваше внимание. То, что сейчас я даю, это общая предрасположенность всех представителей вашего знака зодиака к тем либо иным заболеваниям. Но наиболее правильно или точечно это будет ваш индивидуальный расчет. Ну и, конечно же, мы также оцениваем, в принципе, влияние планет, проекции, дирекции, аспекты и прочие вещи. Но, помимо всего прочего, мы всегда анализируем определенные оси. Это у нас ось 2-8 домов всегда и 6-12. Почему именно так? Почему мы оцениваем непосредственно эти дома? Потому что 2 и 8 дома это у нас по сути первопричины. Почему первопричины? Потому что 2 дом у нас это как дом индивидуума, то есть это мы. 2 дом это дом ресурсов, а ресурсы это не только деньги, это и наша энергия в том числе. Это сама по себе ситуация, как мы влияем на свою энергию. Иными словами, если мы там злоупотребляем алкоголем, табакокурением, переедаем, ведем неактивный образ жизни, это все то, что мы негативным образом сами откладываем на своем состоянии здоровья. 8 дом, поскольку у нас он отвечает в большей степени за смертельные заболевания, клинические смерти, тяжелые операции, но сама по себе ситуация несколько шире, потому что с 8 домом у нас связаны критические ситуации. Это могут быть и резкие обострения, они не обязательно смертельного порядка. В принципе, ось 2 домов – это ось кризисных ситуаций. А сам по себе 8 дом у нас отвечает за вопросы наследственных болезней, то есть то, что нам переходит от наших родителей. И, как следствие, мы либо можем каким-то образом подкорректировать ситуацию, изменить, либо нет. Что собой представляет 6 дом? 6 дом у нас отвечает, в принципе, за карьеру и здоровье, но это уже
фактически манифестация болезни, то есть ее выражение в физическом теле. То есть если здесь у нас причины, здесь уже как бы сама болезнь как таковая. И здесь, всегда мы анализируем все эти оси вместе для того, чтобы понять, что послужило причиной, можно ли это искоренить. А 12-й дом, или у нас часто его еще называют домом кармы, потому что это как последний дом, и вообще ему характерны по нему это пребывание в больнице, это хронические заболевания, скрытые заболевания, которые мы изначально не видим, но потом они могут неожиданно открываться, раскрываться или диагностироваться крайне поздно, что может доставить ряд проблем и неудобств. Но помимо всего прочего, по 12 дому, поскольку мы называем это дом духовности, это карма, которую мы себе наработали из предыдущих воплощений, неважно, верите в это или нет, но и как следствие то, что мы отрабатываем за наши какие-то кармические задачи. То есть если мы там в чем-то где-то некорректно себя вели, не выполняли, скажем так, наши какие-то духовные законы, жили не по совести, вот по 12 дому можем отрабатывать. Почему он называется домом кармы? Здесь мы не можем, допустим, полностью или всецело изменить эту ситуацию, мы можем ее корректировать только своими какими-то правильными или праведными действиями и попытаться ситуацию изменить. Но зачастую, если мы, скажем так, хорошо грешили в прошлых жизнях, то по 12 дому мы рождаемся уже, может быть, с какими-то отклонениями, потому что 12 дом очень часто также показывает вопросы инвалидности. Поэтому, когда появляется, допустим, ребенок с инвалидностями, да, то и часто люди задаются вопросом, почему так, за что эта кроха никому ничего не сделала, то это карма, которую отрабатывает человек как из прошлых воплощений, плюс родители, которые несут этот тяжкий крест, отрабатывают карму в текущей жизни. Я понимаю, что все это очень сложно, можно очень долго философствовать и, скажем так, дискутировать по этому поводу. Я просто вам доношу информацию, она является пищей для ума и размышлений, а вы уже берете для себя либо на заметку, либо полностью от нее абстрагируетесь. Ну и, конечно же, первый дом. Почему первый дом? На него обращаем внимание, потому что первый дом – это, в принципе, наше я, наше физическое тело. По нему у нас, как правило, проходят какие-то увечья, шрамы, рубцы, то есть какие-то недостатки нашей физической оболочки. Это вот основные такие моменты, чтобы вам было понятно, о чем мы с вами будем говорить. Ну а теперь приступаем непосредственно к психосоматике болезней вашего знака зодиака. Еще такой вот момент, на чем хотела сделать вам акцент, пока не забыла. Конечно же, если мы будем в целом анализировать дома и знаки, это дает нам возможность определить предрасположенность нашу к тем либо иным болезням. Это подтверждается не только астрологическими методами. Это еще есть такое направление в медицине, которое называется психоэндокринология или нейроэндокринология. Потому что оно указывает, что даже незначительное изменение в гормонах сразу после рождения может определить состояние человека на десятки лет вперед. И как следствие эти направления не могут диагностировать нас с вами на десятки лет вперед, и как следствие, да, это в чем-то тут сродни астрологии. На самом деле это такая достаточно точная методика. Так вот, астрологический опыт показывает, что по карте мы, конечно же, можем с вами диагностировать поздние заболевания, то есть те, которые наступят не скоро. Но помимо всего прочего, это еще говорит о том, что все у нас закладывается в самом начале, на момент нашего с вами рождения. Итак, мои хорошие, за что же у нас отвечает непосредственно 8 дом? Как мы видим, скорпионы. Скорпионы у нас отвечают, вот, понятно, что я не обводила полностью схематически, может, вам это не совсем хорошо видно, но это, как говорю, самая нижняя чакра, если так объяснить. Это у нас гениталии, это мочевой пузырь, это предстательная железа. Хотя люди под знаком Скорпиона, они, как правило, отличаются долголетием. Почему? Потому что именно Плутон, ваш управитель, помогает вам выдерживать самые тяжелые жизненные испытания. Но вместе с тем вас очень часто, поскольку 8 дом – это дом перерождения, дом трансформации, очень много у Скорпиона бывает в жизни кризисных или критических ситуаций, вопросы клинических смертей и серьезные заболевания, если, повторюсь, живем не совсем корректно, не совсем правильно. Поэтому, да, жизнь может подкинуть испытания. Помимо всего прочего, поскольку вы являетесь чувствительной натурой, которую, конечно, понять может далеко не каждый, и вы сами в том числе,
Вот ваша неспособность выражать свои эмоции, она может привести к проблемам с горлом. Почему именно с горлом, вы скажете? Это как проявление знака вашего антагониста, который находится у вас в оппозиции, знака Тельца. Вот у него проблемы горла, и у вас, если вы не научитесь выражать свои эмоции, то есть не считайте это за проявление слабости. Но если у вас что-то не устраивает, это не значит, что вы должны в гневной форме сразу там вспылить и начать выяснять взаимоотношения. Но постараться дипломатично или деликатно обсудить те темы или те вопросы, которые вас не устраивают. То есть не замалчивать. Потому что любой малейший стресс, который вы замалчиваете, он будет работать против вас. То есть любое ваше недовольство, любая ситуация, которая, ну ладно, я промолчу, но потом я все выскажу. На самом деле это будет только вам во вред. И вот эти стрессовые ситуации, которые оставляют у вас глубокие эмоциональные шрамы, они, в принципе, негативным образом могут сказываться на вашей репродуктивной системе, ну и на либидо в целом. Ваша сильная жизненная позиция, она должна направляться в более продуктивное русло. А именно, то есть, во-первых, нельзя подавлять негативные эмоции. Вам нужно их сбрасывать. В первую очередь это спорт, любые виды спорта. Потому что Скорпион у нас знак активности, любая деятельность, там, где вы можете выбросить весь гнев, выплеск негатива, это для вас только в плюс. Иначе, если вы этого не делаете, и тем более замалчиваете, это выливается в следующее. Либо вы копите, и потом это агрессия, допустим, на ваших близких, либо это будет угроза внутренних деструктивных процессов. Почему именно деструктивных процессов? Услышьте меня правильно, это не позиция там вогнать вас кого-то в панику, но поскольку у нас 8-й дом, дом смерти, зачастую у скорпионов могут проходить или тяжелые хронические заболевания, на которые зачастую забивают, да, потом это приводит к неблагоприятным каким-то последствиям, либо это действительно могут быть вопросы онкологии. Потому что поскольку дом смерти и скорпионы как никто из знаков в большей степени подвержен этому. Повторюсь, за счет чего? За счет замалчивания каких-то проблем или негативных ситуаций. То есть для вас must have. Не хотите говорить, не хотите обсуждать, идете и выливаете вот весь гнев, все эмоциональные переживания в физическом контексте, не знаю, грушу побейте, не знаю, там в спарринг с кем-то пойдите. Я понимаю, что, может быть, для женщин это не совсем актуально, но просто какие-то мягкие виды спорта вам здесь тоже не подойдут, потому что нужно выплеснуть накопившийся гнев или накопившуюся агрессию. Это крайне важно понимать. И вот когда вы находите свое выражение в спорте, когда ваше тело получает хорошую нагрузку, у вас все автоматически становится в балансе, все идет в плюс. И поскольку Скорпион это самый сильный, самый необычный знак зодиака. Почему? Потому что, повторюсь, ваш управитель Плутон, он управляет смертью, сексом, тайнами, глубинной информацией, магией, способностью возрождаться из пепла. И в принципе со Скорпионом у нас связаны все сверхспособности человека. Это умение выживать в самых невыживаемых условиях. У многих могут быть вопросы клинической смерти или там жизнь на грани. Это умение преодолевать непреодолимые трудности, это заглядывать в самые глубины неопознанного. Потому что у вас, в принципе, у скорпионов большинство вот истинных. Что значит истинных, мне часто пишут в комментариях. Истинные — это те, кто являются скорпионами одномоментно и по Солнцу, и по асценденту. Вот такие представители, могу сказать это так, живут на грани. Если будем смотреть в целом, оценивать ситуацию, то внешне, когда вы спокойны и замкнуты, вы подсознательно будете искать или создавать критические ситуации, потому что именно в таких ситуациях вы чувствуете себя полноценно. То есть это могут быть экстремальные виды спорта. Для кого-то это экстремальные, как вам сказать, не могу назвать это видом спорта. Но давайте так, во все тяжкие. То есть может быть неразборчивость в плане половых партнеров, как для мужчин, так и для женщин. Повторюсь, я понимаю, что не для всех это характерно, но тем не менее. Почему? Потому что вас привлекает риск, экстрим, пограничное состояние сознания, сексуальный экстаз. И вообще, если Скорпион не находит способа выпустить мощную сексуальную энергию, он становится необыкновенно конфликтным и ядовитым. Ну, вы сами прекрасно понимаете, что да, не поздоровится никому, кто попался на вашем пути. Даже если на вашем пути тоже попал Скорпион. Это называется «будете жалить друг друга до последнего».
И в целом запомните, вот ваша нереализованная скорпионе энергия, она необыкновенно разрушительна. И это может приводить к различным психологическим, ну, я не могу назвать заболеваниям. Это, скорее всего, знаете, как фобии, мании. Ну, то есть, когда вы сами себя накрутили, но об этом никому не говорите, о том, что вы о чем-то переживаете, потому что, ну, не скорпионе это делиться переживаниями, делиться страхами или показать какую-то свою слабость, для вас это крайне критично. Почему критично? Потому что вы считаете, что если, ну, пусть даже ваши близкие знают ваши слабые места, вы боитесь, что в эти слабые места кто-то может ударить или ужалить. Поэтому для вас кому-то в чем-то открыться или признаться, это, ну, что-то сверхъестественное. Помимо всего прочего, это проблемы с половой сферой. Для мужчин это в первую очередь вопросы простаты. Для девушек, женщин это органы малого таза, матка, мочевой пузырь. Кстати, для мужчин еще проблемы с прямой кишкой. И это в целом вопросы эндокринной системы. Почему я объясняла, что если вы, ну, скажем так, живете не совсем корректно, не совсем правильно, или нет выплеска вашей энергии, то идут злокачественные опухоли, потому что в этом случае это идет поражение Плутона. Я понимаю, что сейчас, наверное, сложно понять или осознать эту взаимосвязь, но факт остается фактом. И помимо всего прочего, вот любителей экстремальных отношений, когда вы не считаете количество половых партнеров, это, безусловно, венерические болезни. Это вопросы внематочной беременности. Это, кстати, еще помимо всего прочего заболевания 12-перстной кишки. И в целом основной путь к здоровью у скорпиона всегда лежит через культуру сексуальной жизни. То есть раз вы уже там идете во все тяжкие, ну хотя бы предохраняйтесь. Ну и в принципе вы должны уметь уважать как чужие личные границы, потому что развитие вот этих вот моментов, умение идти навстречу вашему партнеру, оно тоже вас в том числе гармонизирует внутренне, ваш баланс энергии. И еще такой нюанс. Если вот вы можете, я не могу сказать, что отказаться от своих страстей, корректировать или контролировать какие-то ваши потребности в адреналине. То есть для кого-то это сумасшедшая скорость, для кого-то, может быть, запрещенные препараты, у кого-то там сексуальные контакты, у кого-то экстремальные виды спорта. Я понимаю, что как бы кровь этого жаждет, этого требует, но у вас все должно быть в меру. Потому что здесь, если вы будете хоть иногда, но жить во имя других, может быть, ваших близких, вашего окружения, то в этом случае вы проживаете крайне долгую и счастливую жизнь. Потому что, знаете, как скорпион на самом деле, он может чудесным образом, как птица Феникс, возрождаться из пепла и побеждать даже самые страшные и неизлечимые болезни. Это прописано по карме. Почему? Каким образом он может это проживать? Когда есть стимул, не потерян смысл жизни, и как бы это странно ни прозвучало, но в вашей жизни есть любовь. То есть есть ради кого и ради чего жить. Поэтому действительно для вас это как бы будет мощный толчок, мощная мотивация. Ну и почему мы еще, скажем так, здесь упоминали Тельца? Потому что у Скорпиона, как знак антагонист Телец, у вас здесь по Тельцу идет эмоциональная сфера. И здесь это все, что связано также с эндокринной системой, набором эндокринных желез. Почему? Потому что здесь, ну, в первую очередь, это еще может быть проблема с надпочечниками, не у всех, но тем не менее. Потому что очень часто пораженный скорпион дает отдачу в надпочечники. Почему в надпочечники? Потому что они у нас отвечают за уровень выработки кортизола. Кортизол у нас когда вырабатывается? Когда мы находимся в стрессовых ситуациях. То есть когда вы вырабатываете адреналин. И вот именно надпочечники обеспечивают вашу устойчивость в стрессовых ситуациях. И когда у вас этого адреналина чрезмерно большое количество, то идет вот синдром как изношенных надпочечников, если так условно можно назвать. Конечно же, безусловно, врачи меня поправят, как это называется более корректно. Но вы должны учитывать эти моменты. Ну и в целом, что у нас проходит по 8 дому? Это нижняя часть позвоночника, это также, как я говорю, органы малого таза. Ну, то есть здесь пах, половые органы, мочевой пузырь, это и вопросы геморроя, и камни в мочевом пузыре, и затрудненное мочеиспускание, потому что здесь все, что у нас идет по поражению половых органов, проблемы с детородными органами, ну, как я говорю, вопросы действительно венерических заболеваний. Здесь в первую очередь
Вам важно понимать, что если есть какая-то малейшая проблема, вам нельзя там бояться или откладывать, вам нужно сразу незамедлительно обращаться к врачу, чтобы не дать возможности заболеваниям развиться до тяжелого состояния. Еще такой момент, как акцент, на чем вам нужно остановить свое внимание, что панацеей для вас от кармических болезней это является создание гармонии между вашим необузданным нравом и интересами других. То есть здесь не то, что вы там должны под кого-то прогибаться, нет, ни в коем случае. То есть еще раз повторю, научиться уважать чужие личные границы. Вам также не нужно полностью отказываться от экстремальных поступков, от жажды адреналина. Но, знаете, как достаточно просто этими действиями не наносить вред окружающим. Тогда у вас здесь будет все просто, как в полном порядке. И еще такой момент. Поскольку у Скорпиона, как я говорила, крайне мощная энергетика, большинству из вас крайне важны энергетические практики, потому что энергия у вас хоть через край, поэтому я не говорю, что вы там все должны повально идти в эзотерику и там что-то практиковать, но как минимум какие-то духовные практики, а также все, что связано у нас с энергиями, будь то ушу, будь то цигун, тибетские гимнастики, это для вас как панацея, как вещь номер один. Ну и, конечно, в принципе, любые компенсаторные действия для Скорпиона – это направить вашу энергию на благо окружающим. Это, кстати, может быть работа в органах юрсферы, это управлять людьми во благо социума и раскрывать сексуальность через партнера одного, а не 150 миллионов партнеров. Потому что чем глубже и, скажем, точечно вы будете раскрывать своего партнера, тем больше отдачи энергетической и того же адреналина вы будете получать взамен. Поэтому возьмите себе это на заметку. Увы-то этот адреналин ищите, знаете, как мелькают лица. Ну, это в большей степени характерно для мужчин. Хотя и для девушек тоже, но тем не менее все-таки это мужская специфика. Поэтому здесь нужно выработать баланс, чтобы не было этих проблем с балансом. Ну и помимо всего прочего, для вас крайне важна полноценная сексуальная жизнь, потому что если у вас ее нет, у мужчин идут нарушения по состоянию здоровья. Плюс, как это ни странно, но страдает у вас иммунка, потому что энергия работает против вас, у вас нет выхода, нет выплеска этой энергии. И вам крайне важно иметь равные и чуткие отношения с вашим партнером или партнершей. Плюс вот вам, как никому, крайне важно высыпаться, потому что бессонница для вас настолько разрушительна, как не для одного из знаков зодиака. Поэтому здесь обратите на это внимание, режим дня для вас это must have. И вам, в принципе, нужно научиться здраво взвешивать риски. Потому что у вас, да, есть такая тенденция, вы недооцениваете опасность, что для вас чревато и травмами, и запущенными заболеваниями. И Скорпионам категорически нельзя злоупотреблять алкоголем, иначе сразу же будут вопросы алкогольной зависимости, которую, сложно будет, так сказать, решить или от нее избавиться. Ну, а сейчас мы с вами будем приступать к аналитике ваших домов, на что нужно обратить внимание, чтобы прожить максимально долгую, комфортную и счастливую жизнь, а самое главное здоровую. Итак, что у вас идет по второму дому? Давайте смотреть. По второму дому у вас падает аркан справедливость. Напоминаю, поскольку у нас второй дом все-таки отвечает за вас, потому что это действие индивида, то есть то, что вы делаете самостоятельно. Поэтому здесь во всем должен быть баланс. В еде, в питье, режим дня. То есть, видите, для вас это первооснова. Нет баланса, сразу будет лететь у вас... все и сразу. И здесь, помимо всего прочего, это баланс и в приемах пищи. То есть вам нельзя голодать, причем категорически. То есть это вам нельзя переедать. То есть все ровно, все в меру. Если мы с вами проанализируем 8-й дом, что по 8-му дому у вас идет? Десятка чаш. Если здесь наследственные заболевания, к сожалению, да. По наследству, и это будет то, что будет связано
в первую очередь с вопросами пищеварительного аппарата, и десятка чаш, поскольку у нас отвечает за эмоциональный фон, то вы можете быть склонны действительно к эмоциональным перегрузкам или жить в состоянии невроза. Вот это нужно, конечно, прорабатывать. Каким образом, я вам уже рассказала. Для вас это спорт, секс и высыпаться. Это все, что могу сказать. Для вас это must have. Смотрим 6-й дом. По 6-му дому. Туз жезлов. О чем здесь идет речь? Когда у вас уже есть какое-либо заболевание, то есть вам крайне важно на начальной стадии суметь его купировать, потому что туз жезлов — это начальный процесс, начальная, скажем так, стадия процесса какого-либо. То есть не запускать, это первое. И по тузу жезлов это всегда, знаете, как по максимуму свою энергию во что-то вкладывать, то есть сублимировать, вкладывать, сублимировать, вкладывать. Потому что туз жезлов это постоянно, вот знаете, как вы энергию отдали, и, как ни странно, тем самым подзарядились, потому что вы лишнее убрали, а остается только то, что вам необходимо, положительное. Давайте даже раскроем туз жезлов дополнительно, посмотрим, что здесь. И, конечно же, по 9 мечей это проработка внутренних блоков и страхов. Каким образом? Туз жезлов и 9 мечей это умение дать выход тому, что у вас сидит, умение дать выходу энергии, а это говорить. Потому что по 9 мечей, я не говорю, что вы боитесь говорить, вы можете навалять словесно всем кому угодно, то есть у вас с этим проблем нет. Но когда действительно важно что-то сказать, что-то обсудить, у вас все ступор, и вы не хотите, скажем так, поднимать вопросы о главном. Смотрим с вами 12 дом. Что по 12 дому? 12 дом это король жезлов. То есть вопросы кармы здесь ясны и понятны. Карта здесь говорит о том, поскольку у нас король жезлов это все-таки выражение сексуальной активности, в первую очередь, конечно же, для мужчин, то здесь, сейчас даже раскрою, падает карта солнца. Но сделать так, чтобы это было ярко, прозрачно и безопасно. Потому что что солнце? Солнце это также в первую очередь защита. То есть вы должны думать о своей защите. И посмотрим еще, хочу раскрыть для девушек и женщин этот аркан, о чем он для вас будет говорить. 2 чаш. То есть здесь научиться раскрываться через одного партнера, а не через 5, 10, 20. То есть вам важно понять, чтобы избежать каких-то, в первую очередь, эмоциональных и душевных болезней, вы должны понять, что духовность заключается в построении для вас счастливых отношений с одним конкретным партнером. То есть вы не должны метаться, как говорится, в поисках лучшего. Для вас это, знаете, как основа стабильной жизни. Поэтому, скорпионы, пусть информация для вас будет во благо. Я открываю даже для себя. Смотрю, возьмете ли вы ее себе на вооружение, возьмете вы ли себе ее в работу. По 8 монет, да. Поэтому пусть так и будет. Вам всех благ, долголетия, вам здоровой, качественной, счастливой жизни, радости, эмоций, реализаций. Ну и, конечно же, выплескивайте свою энергию в позитивное русло. Я вас благодарю за просмотр. Жду ваших комментариев относительно того, созвучна ли с вами эта ситуация или нет. Вас благодарю за просмотр и до новых встреч.